Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание зеркалу и поговорим о том, как вы можете изменить свою жизнь, при этом кардинально, просто перевесив зеркало на другую стену. Мы с вами поделимся очень важными знаниями, о которых, возможно, вы ранее не знали. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Давайте начнем с того, что зеркало это не просто тот предмет, в который мы с вами смотрим для того, чтобы выглядеть хорошо, красиво и, возможно, видеть какие-то свои недочеты, например, после наведения макияжа. Но зеркало это также еще и мощный достаточно талисман, который может влиять на жизнь человека. При этом может влиять как положительно на его жизнь, так и отрицательно, разрушительно. Вы должны раз и навсегда запомнить одну простую истину, что зеркало – это окно в другой мир. Это своеобразный портал, который открывает вход в другой иной мир. И об этом секрете знали еще наши далекие бабушки и дедушки. Тогда не было ни интернета, ни книг, ни энциклопедий, ничего, но эти знания передавались из поколения в поколение. И благодаря этим знаниям мы сегодня можем с вами говорить о них. Дело в том, что когда вы смотрите в зеркало, вы можете увидеть не только свое прошлое или свое будущее, но вы можете и изменить свою жизнь, как бы это громко не звучало. Также вы можете таким образом подстроить жизнь под себя и свои желания. Но здесь очень важно, чтобы это соблюдать, нужно знать определенные традиции, ритуалы, практики, как в обращении с данным предметом. Поэтому те люди, которые немножко понимают в магии, знают о том, что нужно с особым уважением относиться к этим предметам быта. Вы знаете, у каждого народа на нашей прекрасной планете Земля есть свои народные приметы, есть свои суеверия, традиции, которые связаны именно с зеркалами. Конечно же, также существуют и определенные практики влияния на нашу жизнь с помощью этого именно предмета, такое как зеркало. Конечно, вы спросите о том, но как же можно изменить жизнь с помощью такого предмета, как зеркало? Вы должны понимать, что с помощью зеркала, зная определенные законы, вы можете не только стать богатым, успешным, жить в изобилии, в достатке, но и действительно изменить свою судьбу. Главное соблюдать в точности предписания наших предков. Итак, первое правило, которым нужно всегда помнить касательно зеркала: никогда не вешать зеркало напротив кровати. Также запрещено устанавливать у кровати и зеркальное трюмо или тем более зеркальный потолок. Дело в том, что сейчас в нашем новомодном таком мире почему-то во многих квартирах, в домах именно есть зеркальные потолки. Какое удовольствие хозяева получают от этого, вы знаете, достаточно сложный вопрос. Потому что вот когда заходишь, и ты прямо чувствуешь, что происходит какое-то отзеркаливание. И сказать, что оно положительное, к сожалению, нельзя об этом сказать. Вы должны понимать, что считается, когда вот происходит вот такое вот отзеркаливание, да еще через потолок, человек со временем угасает, потому что он теряет вот энергию жизни и желание быть вот активным, счастливым, чтобы у него все получалось. И вы знаете, даже подмечено, что те люди, которые спят напротив зеркала, они часто болеют, они часто склонны к каким-то депрессиям, у них постоянно все не так, все плохо и так далее. Поэтому старайтесь не вешать никогда зеркала напротив кровати. Если у вас на данный момент вы прослушали видео и у вас вот повешено зеркало напротив кровати, в таком случае обязательно
зеркало повесьте какую-то белую ткань. На ночь. Не надо на целый постоянно, а именно на ночь. Вы ложитесь отдыхать, повесили на зеркало эту белую простынь или какой-то либо белого или светлого цвета материал и отдыхаете. Кроме того, старайтесь также этот материал как можно чаще стирать. Следующее правило, которое мы рекомендуем вам использовать: никогда не показывайте зеркалу свои слезы, свои страдания, свое какое-то горе. Многие женщины почему-то именно любят плакать, стоя или сидя у зеркала. Вы должны понимать, что зеркало это не просто предмет, где мы любим покрасоваться, но он также самое отзеркаливает то, что он видит. И он видит ваши слезы, ваши страдания, какое-то ваше горе, что вам тяжело. И что он взамен? Он вам также само это отзеркаливает, то есть он вам это возвращает в том же размере, которое он и поглощает. Поэтому перед зеркалом старайтесь всегда улыбаться. Вот проходите мимо зеркала, улыбнулись себе, сказали хорошие слова, пожелали себе чего-то того, что вам не хватает. Или взяли «я магнит для денег», улыбнулись себе. И в таком случае вы уже на уровне вот энергетическом вы перепрограммируете свою жизнь, вы изменяетесь к лучшему, вы наполняетесь счастьем. Пришли домой, поглянули в зеркало, сказали, что я счастлива, я богата, и, вот я получила деньги, да, то есть я богатый человек и так далее. И зеркало вам это будет приумножать. Помните, зеркало обладает теми свойствами, которыми вы ему даете. Следующее правило, которое многие также почему-то не выполняют, это едят перед зеркалом. Ни в коем случае нельзя есть перед зеркалом, потому что наши предки считали, что когда вы кушаете перед зеркалом, в таком случае вы теряете красоту и молодость. Поэтому ни в коем случае никогда это не делайте. Кроме того, на энергетическом плане зеркало вот эту еду, оно как бы пожирает, забирает и в какой-то степени начинает вам отзеркаливать пустоту. То есть вместо того, чтобы у вас было изобилие на столе, будет происходить обнищание. Помните об этом. Следующее, что нельзя ни в коем случае делать: не старайтесь покупать и вешать в своем доме или квартире антикварное зеркало. Дело в том, что, как правило, раритетные вещи, они повидали достаточно многого, и не всегда это положительные моменты в жизни их хозяев, и, соответственно, они впитывают в себе не только положительную энергию, но и негативную энергию и информацию. И теперь, когда появляются новые хозяева у этого зеркала, то это зеркало начинает отражать и начинает транслировать вот те негативные события и эмоции уже в жизнь новых хозяев. И что мы получаем? Мы получаем, что ваша жизнь ни с того ни с сего начинает рушиться. Посмотрите фильмы, фантастику, где связано с зеркалами, и вы увидите, что ни к чему хорошему зеркала не приводят. Помните, зеркала это в том числе и потусторонний мир. Если вам нравятся старинные зеркала в красивых рамах, да, старинные, то старайтесь любоваться ими в музеях или в каких-то местах, где это выглядит как достопримечательность. Также не старайтесь и фотографировать зеркала. Не нужно разносить эту энергию, потому что, во-первых, вы не знаете, какая энергия в этом зеркале и что зеркало транслирует на окружающий мир. Также никогда сами не дарите и не принимайте зеркало в подарок, потому что таким образом происходит сильная вражда между дарителем и принимающей стороной. И вообще подарок в виде зеркала никогда не считалось достаточно хорошим и добротным подарком. Помните об этом. И обращаем ваше внимание, хотим дать последний очень важный совет для того, чтобы вы знали и понимали: если вы испытываете какие-то длительные проблемы с деньгами, с работой, у вас постоянно вроде бы вылезли с одних долгов и все равно попадаете в следующую долговую яму и так далее, купите в свой дом или квартиру
новое, именно круглое зеркало, не овальное, обращаем ваше внимание, а именно круглое зеркало, и вы увидите, что постепенно начнут происходить изменения. Но не забывайте следить за этим зеркалом. Помним, чистим его, моем его. Это очень важно, чтобы и ни в коем случае не плачем, не рассказываем всякие страсти, какие-то негативные программы не передаем, не транслируем в зеркало. Помните об этом. Вот, друзья, основные советы и рекомендации, которые мы хотели дать сегодня вам касательно зеркал в вашем доме или квартире. Очень многие допускают эти банальные ошибки, которые приводят к определенным неприятностям в жизни людей. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, друзья. У нас есть канал в Телеграме. Обязательно переходите. В описании к этому видео есть ссылочка на наш Телеграм-канал. Обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и интересной для вас информации.